следующая реформа, о которой мы будем сейчас говорить, это финансовая реформа. Потребности экономического развития России требовали упорядочения финансов. Финансы страны были расстроены Крымской войной, и в 1860 году Александр распорядился отменить с 1 января 1863 года откупную систему, при которой отдавался на откуп частным лицам сбор косвенных налогов с населения на соль, табак, вино. Вместо вот этих откупов, которые кишели злоупотреблениями, была введена акцизная система, которая регулировала поступление косвенных налогов в казну, а не в карманы откупщиков. В 1860 году был учрежден Единый государственный банк России. До Государственного банка было много всяких разнообразных финансовых учреждений кредитных. Вот теперь появился один государственный банк, и впервые в стране стала публиковаться роспись доходов и расходов. Однако, и вот это, пожалуйста, отметьте, мещане и ремесленники продолжали выплачивать подушную подать. Кто мне напомнит, подушная подать была введена при каком царе? При Петре I, совершенно верно. А дворянство, купечество и духовенство были освобождены от этой подати. Следующий блок реформ – это реформы в области образования. Это школы и университет. В 1863 году был введен новый университетский устав, по которому профессорские корпорации получили широкое самоуправление. Вообще, я вам хочу напомнить, что впервые такой либеральный университетский устав был введен в 1804 году, следовательно, при каком царе? 1804 год. Какой царь? Александр I. А в 1835 году его отменили и ввели такой более жесткий устав. 1835 год – это какой царь? Так, все, никто не знает, все остальные молчат, да? 1935 год – это какой царь? Николай I. Новый устав гимназий был введен в 1864 году. В новом уставе гимназий купцы, мещане, крестьяне получали право учиться в гимназиях как с 1803 по 1828 год, но вскоре их вернут в прежнее состояние. Да, очень важная вещь. Студенты не получили право на корпоративное устройство. Вот профессора получили, а студенты не получили. А как вы думаете, когда в Западной Европе студенты получили право на свое корпоративное устройство? Ну, вплоть до того, что в Западной Европе было так. Ну, например, студент в городе кому-то хохотальник начистил, за ним бежит толпа горожан. Если они его ловят до университета, то очень-очень плохо. А вот если он успевает забежать на территорию университета, то, извините, судить его будет университет. Потому что у студентов было корпоративное устройство свое. Кто знает, когда в Западной Европе студенты получили свое корпоративное устройство? Какие идеи есть? В 13 веке. В 13 веке. А что, никакие книжки в детстве не читали про средневековые университеты, про школы? Есть, так сказать, я вот в своем детстве читал несколько книжек вообще там про студентов, приключенческих книжек про студентов средних веков, как они жили, рекомендую. Значит, была ослаблена цензура. Александр II не вернулся к либеральному цензурному уставу 1803 года, а ввел временные правила о цензуре. И правила эти были таковы. Книга не менее 10 печатных листов, по таким книгам цензура, отменялась предварительная цензура. Печатный лист – это что такое? Кто мне расскажет? Что такое печатный лист? А вы никогда в книгах не видели? Вот берете книгу, например, покупаете, и на 17, 34, 51 странице стоят 1, 2, 3. Значит, печатный лист – это либо 22,3 машинописных страницы, либо 40 тысяч знаков с пробелами.
Вот это один печатный лист. То есть, когда вы готовите курсовую или диплом, ну, скажем, вот в Институте стран Азии и Африки, это факультет МГУ, где я преподаю, ну, там вот, сказать, должно быть, диплом должен быть не менее 100 страниц и желательно 30-40 источников, главным образом на иностранных языках. Вот. 100 страниц – это 4-4,5 печатных листа. Так что печатный лист – это не вот это вот страничка всего лишь. Военная реформа. Военная реформа проводилась по 3 причинам. Во-первых, власть решила, что прежняя рекрутская система набора является порочной. А рекрутская система когда была введена? При каком царе? При Петре I, совершенно верно. Значит, было решено, что рекрутская система не работает и нужна другая система. Второе, нужно было укрепить армию как опору самодержавия. Ну и, наконец, третье, нужно было упорядочить расходы на армию. У государства не было денег после Крымской войны содержать армию. И армию нужно было сократить на 1,5 миллиона человек. Заслуга проведения военной реформы принадлежит военному министру Дмитрию Милютину. Вот это человек, который проталкивал реформу. Он был человеком таким либеральных взглядов. Борьба за реформу продолжалась целых 12 лет. И 1 января 1874 года был издан указ о введении всеобщей воинской повинности. Служба была без различия сословий. Запишите, пожалуйста, это такой важный момент, важная реформа. Вообще, я вам хочу напомнить, что в России комплекс реформ проходит в том случае, если удачной оказывается военная реформа. То есть военные реформы были всегда ядром всех реформ в России. Значит, служба вводилась без различия сословий, служили с 20 лет, в армии служили 6 лет, и 9 лет в запасе, на флоте 7 лет и 3 года в запасе. После окончания службы люди получали некоторые льготы. Лица с образованием служили меньше. Те, кто окончил вуз, служили 6 месяцев. 6-7 лет служили только неграмотные. Но неграмотные это были 80% призывников. Призыву не подлежали. Вот смотрите, интересно, кто не подлежал призыву. Единственный сын, единственный кормилец и человек, у которого в армии служит брат. Вот этих людей не призывали. Из армии изгонялись телесные наказания и муштра. Вообще вот все реформы 1861-1874 годов, они преобразовали социальную жизнь России, направив ее развитие в сторону капитализма. Но в сторону капитализма это не значит, что прямо восторжествовал капитализм. Однако, и вот это, пожалуйста, отметьте, ни одна из реформ не была последовательной. Проводились они сверху. И тип реформ сверху, у него есть свои плюсы. Он в краткосрочной перспективе позволяет избежать потрясений. Но, как правило, реформы сверху не решают противоречий, а загоняют их вглубь. Они их откладывают, эти противоречия. То есть они как бы сжимают пружину, но тем сильнее раскручивается, распрямляется. В принципе, главное, чего хотело избежать самодержавие, проводя реформы, это революции по европейскому образцу. Революцию по европейскому образцу избежать удалось. Но революцию русского образца, эти реформы, как раз они поработали на то, что она и пришла. Единственное, ее удалось отсрочить аж до 1905 года. Впрочем, уже на рубеже 70-х, 80-х годов в России возникла революционная ситуация. И связано это было с тем, что реформа проводилась, во-первых, непоследовательно, а во-вторых, я хочу вам напомнить, вот принципиальную оценку реформам дал Некрасов. У него есть такое двустишие, что реформа ударила одним концом по барину, другим по мужику. То есть, в принципе, выиграла от реформы самодержавие. Проиграли крестьяне и проиграли помещики.
в долгосрочной перспективе это вырабатывало социальный динамит. И он взорвался сначала в 1905 году, а затем в 1917. В конце 70-х годов социально-политическая ситуация в стране обостряется, растет число крестьянских волнений. Причина – тяжесть платежей и безземелья. У нас очень часто, особенно после 1991 года, любят говорить, как хорошо провели реформу, людей освободили. Так вот, людей-то освободили, но калорийность питания крестьянина посткрепостного по сравнению с крепостным упала где-то на 900 калорий в день. То есть, и когда в 1874 году стали людей брать в армию всех сословий, выяснилось, что очень большой процент крестьянских парней, они недокормыши. Им не хватает веса, не хватает роста. И нужно сказать, кстати, если говорить об армии, которая была создана в 1874 году, кто мне напомнит, русская армия с 1874 года какие войны вела? Русско-турецкая война 77-78 годов. Очень, так сказать, такая победа едва-едва на грани. Так, еще. Какую войну Россия проиграла в самом начале 20 века? Русско-японская война. Война проиграна. И еще какая война? Первая мировая. По сути, тоже проиграна. То есть русская армия, которая была создана в 1974 году, и создана потому, что якобы была неэффективная рекрутская армия, эта русская армия едва-едва выиграла одну войну со слабенькой Турцией и проиграла две войны. Если сравнить это с Петровской армией, то Петровск, вот со времен Петра I, когда были проигрыши с петровских времен и до вот Крымской войны? Где были проигрыши? Северную войну выиграли, а вот что проиграли при Петре I? Войну с кем? Прудский поход – это поражение от Османской империи. Практически все остальные войны Россия выиграла. 150 лет до Крымской войны Россия проиграла только одну войну – Прудский поход 1711 года. А вот армия, созданная в 1874 году, она из 3 войн проиграла 2. Значит, то есть, смотрите, какая вещь. Сейчас очень часто, особенно в публицистике, превозносят реформу Александра II. Ну, замечательно, что крепостных освободили, но их освободили так, что их материальное положение ухудшилось, земли стало меньше, питаться стали хуже. То есть вот на одних весах одно, а на других другое. И в этом плане, когда говорят о свободе, здесь нужно очень четко понимать, что для интеллектуалов и для работяг свобода – это очень разные вещи. Был такой английский писатель Оруэлл. Кто читал Оруэлла? 1984. А «Скотный двор» никто не читал? Я вам рекомендую вообще Оруэлла почитать. Он сильный писатель. Так вот, Оруэлл однажды заметил, что если социализм для интеллектуала – это вопрос теории, то для работяги социализм – это лишняя бутылка молока для его ребенка. То есть очень разные представления о жизни у людей, которые заняты интеллектуальным трудом, то есть они решили проблемы физического существования, и у тех, кто эти проблемы решает. Помимо крестьянских волнений, начинает увеличиваться к концу правления Александра II число выступлений рабочих. В 1879 году было аж 59 выступлений рабочих, то, чего раньше не было. Начинают возникать рабочие организации первые. Запишите, пожалуйста. Это Южно-Российский союз рабочих, 1875 год, и Северный союз русских рабочих, это 1878. И то, что я сейчас скажу, запишите, пожалуйста. Своеобразие революционной ситуации конца 70-х годов заключалось в том, что решающей силой революционного натиска было не массовое движение, а ограниченное по численности революционно-демократическое. А кто знает, как называлась та организация, которая была такой вот главной ударной силой этого движения, которая, собственно, организовала убийство Александра II? Как называлась эта организация? Название организации
организовавший убийство Александра II? Какие эсеры, что вы? Эсеры – это их наследники. Народная воля, а еще точнее, исполком народной воли. Участились покушения на представителей власти. В 1866 году было совершено покушение Каракозова на царя. Каракозов стрелял в царя. Хотя сейчас новейшие исследования показывают, что это была провокация, организованная определенной частью высших кругов, которые решили попугать царя, ну а использовали революционеров, как это часто бывает. В 1879 году на царя покушался Соловьев, были покушения на представителей администрации. И это стало очень серьезно волновать власть. С конца 1879 года власть пытается замириться с обществом и использовать не только репрессивные меры, но и иные. В начале 1880 года, запишите это, пожалуйста, создается, в кавычках, Верховная распорядительная комиссия, которая должна была обсуждать вопросы вывода России из сложного положения. Обратите внимание, реформы Александра II загнали Россию в сложное положение. В России вообще так очень бывает часто с реформами. Напоминаю вам, что реформы в России, как правило, проводятся без плана, без подготовки, и своим результатом они имеют очень часто контрпродуктивный, то есть они приводят не к тому, что задумывалось. Например, Столыпин хотел поднять Россию, на самом деле его реформы приблизили Россию к революции. Это вообще специфика русских реформ. Они не продумываются. То есть сначала делают, а потом думают и под них подгоняют некие факты. Горбачев сначала говорил о том, что мы строим демократический социализм, а потом, когда все рухнуло, стал говорить о том, что он с самого начала мечтал уничтожить коммунизм. Ясно совершенно, что не собирался он уничтожать коммунизм, он был обычным партийным карьеристом, но когда все рухнуло, ему почему-то показалось, что лучше, если это он представит как гениальную свою задумку по уничтожению коммунизма. Значит, вот эту комиссию, Верховную распорядительную комиссию, возглавил харьковский генерал-губернатор Лорис Меликов, через дефис, это фамилия, Лорис Меликов. Он был человеком либеральных взглядов, но, отметьте, пожалуйста, он не был сторонником Конституции, потому что есть такой миф, и он даже в некоторых учебниках, что якобы Александр II, когда его убили, он ехал подписывать Конституцию. Никуда он не ехал никакую Конституцию подписывать, он ехал подписывать совершенно другой документ, ни о какой Конституции речи не шло. Лорис Меликов по вступлении в должность опубликовал прокламацию, в которой, с одной стороны, он обещал твердый, жесткий курс по отношению к преступникам, то есть к революционерам на том языке, но в то же время он сказал, что он рассчитывает на поддержку общества и простым обывателям бояться нечего. Начал Лорис Меликов с укрепления репрессивной власти. По форме он уничтожил, отметьте это, пожалуйста, потому что это было очень важное нововведение в технологии власти, по форме он уничтожил, а по содержанию реорганизовал третье отделение. Третье отделение, кто мне напомнит, это что такое? Совершенно верно. А когда была создана, при каком царе? При Николае I. А кто был первым начальником третьего отделения? Герой войны 12 года. Бенкендорф, а сменил его Дубельт. Значит, так вот, он присоединил третье отделение к МВД и стал одновременно министром внутренних дел и шефом жандармов. К МВД была присоединена и прокуратура, то есть был создан очень мощный репрессивный кулак. Повторяю, Лорис Меликов стремился создать вокруг революционеров вакуум. Он не просто боролся с революционерами, но он попытался создать вокруг них вакуум, чтобы они практически не могли действовать. В то же время он последовательно проводил в жизнь идею о ненарушимости прав простого обывателя.
Верховная распорядительная комиссия просуществовала 6 месяцев и была распущена по инициативе самого же Лорис Меликова, считавшего, что необходимость в чрезвычайных мерах отпала и можно комиссию распустить. В феврале 1881 года Лорис Меликов представил императору доклад, в котором указал на невозможность в России конституционных изменений, подчеркиваю, на невозможность в России конституционных изменений, но на необходимость предоставить обществу какого-то участия в государственной жизни в форме чего-то похожего на редакционные комиссии, которые готовили отмену крепостного состояния. Однако 1 марта 1881 года царь был убит, и опытом Лорис Меликова пришел конец. 8 марта 1881 года Совет министров похоронил предложение Лорис Меликова, а 29 апреля, и вот это запишите, пожалуйста, важный документ, 29 апреля 1881 года был обнародован написанный обер-прокурором Священного Синода Победоносцевым. Кто мне напомнит, Священный Синод – это что за организация такая, что за институт? Священный Синод. Что заменил Священный Синод? Кто был главным лицом русской церкви с 1589 года? Патриарх. Кто отменил патриаршество на Руси? Петр I. Вместо этого он ввел вот этот священный Синод, то есть Министерство по делам церкви. Так вот, обер-прокурор Священного Синода Победоносцев – это очень важная фигура. Это именно тот человек, который сказал, что Россия тяжелая страна, в ней ни революция, ни контрреволюция до конца не проходит, а поэтому их результаты очень похожи. Вот, мне это напоминает фразу из песни группы Наутилус Помпилиус «В этой стране вязкой как грязь». То есть, по сути дела, Победоносцев сказал о вязкости русской жизни. Так вот, Победоносцев при участии Михаила Никифоровича Каткова, это был такой журналист, очень известный того времени, они подготовили черновик, но, по сути дела, они подготовили указ, который Александр III подписал. Указ назывался, запишите, «О незыблемости самодержавия». Этим указом Александр III показывал, что не будет больше никаких либеральных изменений. Долиберальничались до убийства его отца. За этим указом последовало утверждение документа, который называется длинно, но это надо записать, это очень важный документ. Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия. Несколько раз это положение возобновлялось и досуществовало до 1917 года. Согласно этому положению, любая местность могла была быть объявлена на чрезвычайном положении. Каждый житель ее арестован и сослан без суда на 5 лет. Или предан военному суду. Местная администрация получала право закрывать учебные заведения, торговые дома и вообще приостанавливать деятельность земских и городских дум, закрывать органы печати. То есть, по сути дела, это была реакция на либеральный курс Александра II. Но вот этот курс Александра III, он восторжествовал не сразу, а лишь с мая 1882 года. Запишите, пожалуйста, что произошло в мае 1882 года. На должность министра внутренних дел был назначен граф Толстой. И вот с этого момента можно говорить о повороте. Этот поворот называют либо контрреформами, либо реакцией. И, естественно, подают это в негативном свете. Но дело вот в чем. Значит, смотрите, как вы думаете, кто был главным субъектом проведения реформы, в чьих интересах проводилась реформа? Почему? По дворянству эта реформа тоже ударила, значит, в интересах чего? В кого? Ну, не правительство, самодержавия. В интересах самодержавия, то есть в интересах системы. Так вот, если эта реформа проводилась в интересах системы, то
сначала она двинулась влево, а потом ее решили выправить немножечко, так сказать, в правую сторону. То есть, когда говорят, что были реформы, а потом контрреформы, предполагается, что эти реформы проводились для чего-то, так сказать, такого очень хорошего и, скажем, там, для интеллигенции, для народа. Реформы никогда не проводятся ни в одной стране. Реформы, за исключением Советского Союза, разумеется, реформы не проводятся в странах с наличием классов, реформы никогда не проводятся для основной массы населения. Реформы проводятся для господствующего слоя, и лишь поскольку, может, немножечко крошечки какие-нибудь могут перепасть части населения. Так вот, реформа проводилась в интересах самодержавия, и представители самодержавия поняли, что они слишком увлеклись влево, поэтому реформу нужно выправить. То есть, как говорил Мао Цзэдун, чтобы палку выпрямить, ее нужно перегнуть в другую сторону. То есть, в этом отношении не надо противопоставлять так называемые контрреформы Александра III реформам Александра II. Кое-что из так называемых контрреформ началось уже при Александре II. То есть, самодержавие варьировало свой курс. Положение вот этих курса, который некоторые историки сейчас называют контрреформами, оно было сформулировано в рескрипте 1885 года по адресу благородного российского дворянства. В 1885 году Россия отмечала столетний юбилей. Чего? Значит, отнимаем 100 лет. 1785 год. Что в России произошло в 1785 году? Совершенно верно. Жалованная грамота дворянству. И вот Россия отмечала это в 1885 году. И в этом рескрипте говорилось очень много хороших слов о дворянстве, но главное было зафиксировано, что самодержавие незыблемо, что дворянство не получит права участвовать в выработке политического курса, его будут поддерживать экономически, но политический курс – это дело правительства. Главным по содержанию в политике Александра III, запишите, пожалуйста, был закон от 12 июля 1889 года. Да, самое интересное вот что. Основная масса населения ничего не знала об этих законах в силу неграмотности. Вот положение, о котором я вам говорил, которое прочитал до 1917 года, согласно которому можно было целые районы объявлять на чрезвычайном положении, основная масса населения вообще не знала, что существует такое положение. Значит, закон от 12 июля 1889 года о земских участковых начальниках. Этот закон должен был нейтрализовать эксцессы, по мнению власти эксцессы, реформ 60-х годов. Что такое этот закон? В 40 губерниях России создавалось 2200 земских участков во главе с земскими начальниками. Причем эти земские начальники обязательно должны были быть из потомственных дворян. Все гражданские права крестьян и даже личность крестьянина отдавались под контроль земского начальника. Он утверждал и смещал должностных лиц и имел право выпороть должностное лицо крестьянского происхождения. Он имел право штрафовать и арестовывать как отдельных крестьян, так и целые крестьянские сходы. То есть внешне это очень напоминает крепостное право, но только теперь это не по отношению к крепостным, а по отношению к свободным людям. К земскому начальнику переходили функции упраздненного в деревне мирового суда. То есть, запишите, пожалуйста, земский начальник соединял в себе административную и судебную власть. Очень часто земские начальники, для них очень характерны были злоупотребления. И вот один такой начальник выведен в одном из лучших русских романах о пореформенной России. Может, кто-то мне скажет, какой роман у нас является такой панорамой жизни по реформенной России, то есть России 80-х, 90-х годов. Его точно проходят в школе. «Мертвые души» — это первая половина XIX века. Мы говорим о 1880-х, 90-х годах. Соответственно, сам роман был написан уже в 20 веке. Повторяю, этот роман проходят или упоминают в школе. Он написан очень известным советским писателем.
«Война и мир» и «Преступление и наказание» с середины XIX века. «Война и мир» — это первая половина XX века. Мы говорим о реальности 80-х, 90-х годов, то есть последних десятилетиях. «Жизнь Клима Самгина» Горького. Это один из лучших романов о этом 20-летии. Я вам очень рекомендую прочесть этот роман. Это лучший роман Горького. Тем более, что в главного героя, причем отрицательный персонаж, Горький вложил очень многие свои черты, и это зашифровано в названии «Самгин», то есть «Я сам». «Жизнь Клима Самгина». Есть фильм многосерийный, в советское время был снят, неплохо снят, но лучше прочесть книгу, потому что вы, во-первых, получаете хорошую литературу, а во-вторых, понимаете, что такое была Россия конца XIX века. Второй по значению акт – это новое положение о губернских и земских учреждениях 1890 года. Это положение, с одной стороны, усиливало положение дворян в земствах, а с другой стороны, ставило дворян под контроль. То есть как бы сдавливало дворянство. Был целый ряд других мер. Например, был проведен ряд русификаторских мер. В 1887 году был принят, согласно указу, обучение в средних школах стало вестись только на русском языке. В 1993 году Дербцкий университет был переименован в Юрьевский, и постепенно был заменен немецкий преподавательский состав русским. Кто знает, как сейчас называется город Дербт? Сначала он назывался Юрьев, потом Дербт. Как он сейчас называется? Тарту. Совершенно верно. В то же время власть была верна курсу, который был взят еще Николаю I. Понизить политическое значение дворянства, но всячески поддержать его экономически. В 1985 году был открыт Дворянский земельный банк, дворянский с большой буквы, с целью поддержать разоряющееся дворянство. Судный процент в дворянском банке был 6,5, а в крестьянском банке, то есть для крестьян, судный процент был 8,5. То есть дворяне выигрывали по сравнению с крестьянами. В 1986 году был принят закон о найме сельскохозяйственных рабочих. В случае досрочного ухода батрака наниматель мог отдать его под суд. Почему был принят этот закон? Дело в том, что при крепостном праве крепостной не мог никуда деться, а батрак – свободный человек. И очень часто была такая практика. Батрак нанимался, получал задаток и сматывался. И ищи меня в соответствии с песней «Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз». То есть мой адрес вся Россия. И вот для того, чтобы эту практику прекратить, был принят этот закон. В 1887 году появился циркуляр министра просвещения Делянова, который вошел в историю как указ о кухаркиных детях. Кто знает, что это за указ такой был о кухаркиных детях? Значит, закрывался доступ в гимназии детям простонародья. То есть российская гимназия возвращалась во времена Николая I. В основе курса контрреформ лежало противоречие. Вот это, пожалуйста, я сейчас медленно продиктую это, обязательно зафиксируйте это. В основе курса контрреформ в кавычках, потому что термин неудачный, лежало противоречие между стремлением заморозить, законсервировать социально-политическое развитие страны и в то же время укрепить экономические позиции дворянства и развивать экономику на капиталистический лад. Эта реформы не решили до конца стоящие перед страной проблемы и, по сути дела, вырабатывали социальный динамит. То есть самодержавие в конце XIX века оказалось в таком очень противоречивом положении. С одной стороны, развиваются капиталистические отношения, и, что очень важно, Россия все больше и больше втягивается в мировой экономический рынок. А с другой стороны, власть делает все, чтобы сохранить социально-политическую структуру, которая осталась еще от начала XIX века. Ясно, что рано или поздно должен был последовать взрыв. Взрыв последовал в 1905 году, но он власть ничему не научил. Поэтому за этим последовал 1917 год.